Всем здорово, народ. Сегодня у нас резкое включение сразу в КТ-очке. Рейтинговая арена 2 на 2. Играем за Сурв Охотника. Почему-то запись пошла не с самого начала арены, не знаю почему. Но я вам сейчас все расскажу. Играем против Ферал Друида. Это прям максимально сейчас, конечно, неприятный противник. Супер метовый милишник. Особенно в двойке, да, когда накидывает на вас кровотечение, на вашего тиммейта кровотечение, вы вдвоем гниете от его вот этих вот доток. Но Сурбхант это, кстати, не самый плохой вариант, на кого вы можете попасться против Ферала. Здесь хорошо зафейковал трапу, это дает нам время, чтобы пробить Фералыча, поскольку, ну блин, контроль в 6 секунд это до хрена, это прям реально много. Главное не перенаглеть, потому что, ну, все-таки откиснуть от Фералыча можно очень резко и очень эффективно с его стороны. Почему Сурбхант не самый плохой вариант? У нас есть PvP-шный талант, называется вот он целебная повязка, которую только что применил. Она с нас диспелит все негативные дотки, яды, болезни и кровотечения в том числе. Соответственно, супер эффективно против Фералыча. Он на вас накидывает миллион кровотечений, вы один раз нажали, тик прошел, все, можно дальше не поддерживать каст. Тут после духа снова кидаем трапу в приста. Здесь главное кидать именно под конец. Ой-ой-ой, не умирайте. Don't die, bro, please, let's go. Короче, главное выкидывать трапу прям под конец его духа. Не заранее, потому что Фералыч может этот момент отслеживать. Здесь кикую игру разума, главное, чтобы, ну, прям не сдохнуть. И все-таки уже отдаю черепашку, хочется здесь затащить котеечку-то. Против Фералов выигрывать, конечно, супер тяжело, но если получается, это прям реальная плюс мораль, потому что ты знаешь, типа, ты сделал много. Если не все. Почти убил. Улизнула. Ай-яй-яй, бомбочка-то взорвалась. Найс. Короче, Охотник, Сурф в частности, все-таки не самый плохой вариант. Но играть тяжело, очевидно, против Фералов, это факт. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует. Также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал Копеечка и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании. Приглашаю на свой бусти, но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. Посмотрим вторую котеечку. Играем против Баланс Друида и Саброги. На самом деле, на Хантее против Баланс Друида это тоже приятно играть. Почему? Потому что у них есть очень мощная вот эта комбинация, которую они в лекаре выставляют, да? Это столб света, не помню, как он называется точно, который немоту накладывает, и руты. Соответственно, это 100% контроль, который, если тринкета нет у вашего лекаря, не дает ему кастить, очевидно. Но тринкет на диспел рутов, очевидно, также ваш приз нажимать условно и не хочет, потому что, ну, тогда его может рога заблайндить, и все, будет стоять просто АФК в контроле. Поэтому ваша задача отслеживать момент, в идеале держать питомца где-то даже подальше, не рядом с вами, чтобы его не подконтролили. И как только залетает вот этот столб немоты, сразу же инста нажать диспел у вашего лекаря. Вот смотри, сейчас идет столб, руты, я нажимаю своего лекаря и диспелю с него данную суету. В моменте, конечно, занервничал, ручки-то тряслись. Ручки тряслись. Чуть не откис, блин. Тут хорошо ловлю разбойников трапу, которую я постелил заранее чуть-чуть. И еще один плюс, то, что это не маг у нас в противниках, да, Баланс Друид, у них нету двойной глыбы, поэтому здесь гораздо проще. Третью котеечку посмотрим. Против нас чернокнижник в демонологии выходит. Я, если честно, абсолютно не ему, как он работает. Вот Дестра Варлок, понятно. Бурстовой дэмэдж, двойные хаусболты, чики-пики. Афлилок тоже все понятно. Дотки накидывает, миллион доток, ты гниешь, у него еще и бурстовый дэмэдж появился, такой нехилый на Афлике. Тоже все, в принципе, понятно. Ну, как работает демонолог, я не знаю. Это моя первая катка против него. Ну, что мы ожидаем, да? Миллион бесов. Но, типа, у него именно с его пэтов весь дэмэдж основной? Или все-таки он тоже еще и с пылами накидывает? Я вот вообще без понятия. Здесь станю вражеского чернокнижника в приста. Закидываю туда трапу. Такой хороший контроль базовый, да, стан плюс трапа, но Варлок нажимает телепорт, и поэтому не получилось особо выбить ресурс с противника. Ну, соответственно, мы ни тринкет не выбили с приста. Короче, только Варлок нажал телепорт, но это не считается, это ничего. Главное здесь доджить его фиры, прям как сейчас я сделал. То есть он у меня кастует фир, я слился с тенью. И вот посмотри, насколько сильно из-за этого получилось его пробить. То есть он рассчитывал на то, что он своим фиром попадет. Главное постоянно ему этот фир кикать. Потом у нас есть не только слиться с тенью, но также еще присутствует и притвориться мертвым. Здесь, кстати, супер повезло Присту, потому что трапу я кидал сразу, а он не реагировал на мою трапу. Он нажал свой спел, который контроль доджит. Не в меня, а чтобы его мой прист не застанил, не законтролил. Соответственно, немножечко с таймингами, в общем, я прогадал в моменте.
Из-за этого не получилось трап его поймать. Соответственно, они нас неплохо так пробили. В частности, меня пошел свап хп. Тут я снова замораживаю вражеского приста, и можно наводить суеты. Сейчас в идеале пробить хорошенько демонолога, но он нажимает свой вот этот вот рогатый спел. То ли у него броня там увеличивается, и он кастовать на ходу может. Короче, вот варлоки — это мой самый неизученный класс вообще, в принципе. Надо бы прокачать себе чернокнижника и годец на него записать, соответственно, чтобы разобраться в классе. Правильно? Правильно. Кикаю ему каст. Здесь хорошо откидываю трапы, чтобы еще подстанить через связующий выстрел. И вот в идеале сейчас поймать приста вражеского, опять же, на трапу. Фейкуем. Найс. Отличненько. И у нас есть 6 секунд. Нет, все. Трапы больше нет. Ну, тогда отступаем. Отступаем, отходим, пацанчики. Бесконечные щиты на варлоке. Вот смотри, что с ним происходит, когда щитов нет. Но щитов у него реально дохрена, и поэтому как-то, сука, неприятно против него, конечно, отыгрывать в этом плане. Пошла проспамка Феров. Хочет максимально долго жить вражеский чернокнижник. Это правильно. Закидываю укус химеры во вражеского приста, чтобы немоту на него повесить. После немоты кидаю в трапу. Отлично. Пытаюсь застанить, откинуть приста, добить варлока через чардж, но койл залетает, ринкую койл, хватит ли дэмэджа, у него откэдэшиваются его щиты. Я юзаю хилку и все-таки ухожу в черепаху, чтобы не умереть, потому что вижу, что мой прист попал в контроль. Ну вот почти получилось пробить, но у него и койл был, и щиты у него были. Печально, конечно, печально, что не пробили прямо сейчас, а момент был хороший, можно было реально убивать. Здесь он меня станет в момент, когда я гарпун нажимаю. Вот так вот. Но благо приз зачем-то вышел в духа на самом деле. С одной стороны, мог бы его подстанить хорошенько и в трапу закинуть. Но я просто на ноге к нему подбегаю и все. Тринкует вражеский прист. Сейчас будут меня пытаться убивать, видимо. Откидываю варлока. Нельзя ему дать меня фернуть, потому что будет неприятно. Сразу очень больно пойдет. Пробивочка. Здесь надо было слиться с тенью, расовую накативку нажать, но не доиграл в моменте. Снова укус химеры закидываю вражеского приста. Снова будет под немотой 2 секунды. Пытаюсь в это время заберстить вражеского чернокнижника. У него снова стан, у него снова телепорт. У меня как будто бы есть бёрст, хочется в него этот бёрст нажать, но куда мне бежать, когда у меня ебала нет. Поэтому немножечко решил постоять, стан от приста залетает. Душные противнички максимально, эти чернокнижники. Не знаю, очень тяжело их убивать из-за бесконечных щитов и телепортов. Супер неприятные противники. Вот такой вот чардж есть у Сурфханта. Мой любимый спел, который на километр просто тебя вперед закидывает. Здесь решил сыграть по присту, потому что, ну вот, за варлоком за колонну долго бежать, а тут я вижу, что он потерял позиционку, и можно как будто бы с ним суеты навести. Неплохо так пробиваю, 20% хп остается, но дальше я не могу никак пробить это 100%, поэтому я обязан возвращаться по чернокнижнику. Здесь неприятные эфиры. Пошли снова. И не удается пробить, но как будто бы сейчас можно показать им big damage, но у него снова откэдэшивается щит, но щит уже маленький. Укус химеры, отлично, отлично, пошел, ярость орла, сейчас будет дополнительная хоста. Молодец, let's go W, хороший майн-контрол от моего напарника, хватит ли дэмэджа? Взрывается мой выстрел, тринкую, трапу закидываю, фир пошел, фир диспелится, снова фир. Офигеть, конечно. Вот какой неприятный геймплей, скажи, а? Просто вот смотришь на это и, ну, прям вот скребет что-то от постоянного контроля со стороны вражеского лока. Вот эти фиры, станы бесконечные. Как же это меня замучило. Просто офигеть. Здесь пытаюсь откидывать приста через, не помню, как называется. В общем, выстрел в упор. Он клацает своего духа. Сидит в духе. Кидаю трапу. Но из-за этого словил фир. У меня был выбор либо задоджить фир, либо кинуть трапу. Я решил выбрать кинуть трапу. 5% хп, там 2% хп, 1% хп остается. Наконец-то он сдох. Короче, вот так можно просто сказать. Да. Да. Короче, сыграть можно было лучше, конечно, но из-за того, что у меня нет наигранности против локов, и в частности против демон-локов, получилась такая вот суетливая катика. Anyway, победили, ладно, фиг с ним, идем дальше. Холли, Паладин и Армс, воин против нас. Вот здесь уже все понятно. Здесь все максимально просто. Топорный воин, который в тебя нажимает свои кнопки, имея 1 000 000 дэмэджа. Но, по крайней мере, ты знаешь, что от него ждать. Вот эти все его аватары, чаржи, блейдштормы. Ну, максимально простой, по сути, класс. Там, типа, вообще все очевидно. Он не может тебя удивить на воине никак. Воины удивлять пока еще не научились.
По сути, получилось задоджить весь его основной такой бёрстовый дэмэдж. Сейчас главное еще немножечко так вот чуть-чуть подкатить, поймать вражеского холика, допустим, в трапу и не умереть. Главное, да? Все, не умираем. Приз у меня добегает нормально. Нормально, it's okay, живем. У меня-то, по сути, бёрсты только сейчас вот я вот все свои прожимаю. И могу неплохо так с Варычем сейчас поиграть, если он ошибется. Значит, будет очень много дэмэджа в моменте. Здесь хочу их обоих стакнуть вместе, чтобы через связующий выстрел подстанить обоих, но Вар в моменте просто отлетел, и поэтому не получилось разово их одновременно подстанить. Anyway, хороший фир от моего напарника, и мы выбиваем с паладина вообще все. Он возложение рук нажал и бабл прожал. Сейчас главное, опять же, тоже немножко, покайтить, помансить Вара, и можно будет его добивать после этого всего. Трапу кидаю паладина и пытаюсь Вара пробить в это время. Блэйдшторм пошел, откинуть его я не могу, нажимаю черепаху, чтобы слишком много хп не потерять. Потому что никак не мог отойти. У меня был на КД мой отрыв. Трапы не было нормальной. Ну, короче, да, нажал черепаху, чтобы просто все хп свое не потерять. Мог бы даже откиснуть в том моменте. Укус химеры в паладина, накидываю туда, соответственно, аниматон пытается убежать. Я это вижу, нажимаю чардж свой Вара, чтобы разогнать себе дэмэдж. После фридома туда трапу максимально эффективную, и победа умом была достигнута. Вот Вары супер простые, по сути. Все понятно. Вы думаете, духоты было мало сегодня? Еще одна котеечка против чернокнижника. В этот раз это Афлилок. Ну вот, как бы уже понятнее. Это уже не демон, но от этого приятнее как будто бы не стало. Ловим трапу паладина, стандартное начало и стандартный койл от Лока. Разменялись, так сказать, базовым вскрытием, да? Окей, let's go. Здесь через слиться с тенью доджи его фир. На самом деле, конечно, неприятно то, что мне пришлось потратить заранее именно притвориться мертвым. Потому что вот так вот расовую активку отдавать в самом начале, ну, супер неприятно. У меня и тринкета уже нет. И что-то как будто бы супер все нехорошо. Здесь станю паладина, нажимаю в него чардж, просто чтобы достать. И туда кидаю трапу. Хороший по таймингу кик фира. И здесь почему-то... Я хотел его оттолкнуть, короче, туда дальше Блять, какой бы был охеренный плей, слышишь? Мне просто не хватило глобального кулдауна. Вы видели, я клацал на капс. У меня вот на капсе становится, находится кнопка, которая откидывает противника. Теряю вещи. И я бы откинул бы туда дальше за колонну, и а там паладин был в это время в фире, и, нереальная суета была бы, если бы мне просто хватило таймингов, у меня был бы глобальный кулдаун. Но, сука, не хватило чуть-чуть буквальненько, и поэтому я словил фир. Может, надо было гарантом просто притвориться мертвым и потом откинуть его. Наверное, так стоило сыграть, но вот наигранности, опять же, у меня мало. Да, не слишком часто я сейчас играю, поэтому в моменте не допер. Не допер в моменте. Сейчас хотя бы эфир не словился за счет того, что притворился мертвым, но больше возможностей у меня особо... нет, была снова возможность, я мог его и откинуть, и трапой, и через капсик. Ну, короче, да. Сказывается отсутствие большой наигранности. Но даже так получилось взять 2000 рейтинга, и пока что идем дальше. Через бёрсты пытаюсь продамажить вражеского Афлилока. Здесь хороший стрейф от паладина в другую сторону. Я не знаю, сделано это осознанно или нет. Но по факту из-за того, что я пожадничал и не потратил в него гарпун, он не словил трапу. Это хорошо было с его стороны. Опять же, не знаю, специально он это сделал или нет. Я ловлю фуловый стан, он с меня диспелится. Вражеский варлок наступает в мою трапу, которую я постелил там вот заранее, когда промазал в паладина. Наступает он у меня, видимо, опять же, случайно. Здесь кикаем кастик его бесу, приспешнику. И как будто бы... неприятная позиция, у меня до колонны далеко, я хочу туда добежать, да, чтобы в случае чего можно было покайтить. Нажимаю дух орла в это время, чтобы на дистанции кидать укусы мангуста. Название спылов, конечно, супер прикольное. Дух орла, укус мангуста. Ошалеть. Куда там подлетает варлок, пытается меня все-таки прям сильно упороться, но я здесь подбежал. Вот, пытаюсь нажать себе целебную повязку, но это на самом деле бесполезное занятие, когда играешь против Афлилока. Потому что ни одна дотка не диспелится, похилиться ты тоже не можешь из-за постоянного дэмэджа, который в тебя залетает. И это да, это печально. Пытаюсь его как-то пробивать, при этом не умирая сам. Боб тратит вражеский паладин, интересная, конечно, вещь. Я тут нажал черепашку, чтобы пододжить его эфир, не знаю, в меня он его кидал или нет. Кидаю трапу вражеского полика и пытаюсь здесь продамажить чернокнижника, поя есть момент. Не знаю, почему не сработал стан пэтом во вражеского хули паладина. Что-то я этого не понял. Ну да ладно. И играю дальше по локу, пытаюсь его туннелить. Конечно, дэмэджа не хватает в моменте, когда нету бурстов моих. Они, кстати, кдэшатся довольно
быстро, но тем не менее, вот пока у тебя бурстов нет, у него откадешиваются его ебучие щиты. И по итогу ты свой бёрст раскатываешь, обмениваешь в его щит. Неприятная тема. Они нас, конечно, максимально сильно душат. Мы вообще в довольно посредственной позиционке, потому что вот видите, где у меня вынужден играть мой прист. Он просто стоит на стартовом респе, не от колонны не отыграть, как-то не задоджить ничего, просто стоит, потому что, ну, вот такая вот вынужденная позиционка у нас в этой катке получилась. Надо бы как-то ретироваться вон туда вот за колонну, подальше. Но просто суть в чем, если я сейчас буду пытаться убегать за колонну, то я никак не смогу дамажить нормально Афлилока вот этого. А дэмэдж он по мне все равно свой внесет, потому что у него миллион доток на мне висит. Но anyway, надо отходить. Или не надо. Вот такая вот суета. Он просто сгнил от моих бомбочек в моменте, и мой пэт его догрыз. Если честно, вот честно, я не знал, от чего он сейчас умер. Ну, в плане, я не знаю, насколько сильно так дэмэджа по нему хватило, почему его холик не спас. Пивные катки, конечно, сегодня получились. Если вас интересует гайд на Сурфханта, переходите на Бусти. Я же вам желаю прогрессии в ПВП. Всем чао, всем какао, всем пока.